Добрый день, любители всего летающего, и с возвращением на Skyships. Продолжением нашего Airbus-марафона станет первый четырехдвигательный лайнер этого концерна. Итак, громила Airbus A340, дальнемагистральный самолет, рожденный в стенах Airbus Industrie в начале 90-х годов. В то время как русские строили демократию, а американцы делились ею со странами Ближнего Востока и Африки, европейцы создавали самый большой свой самолет, который уступил лишь А380. Итак, возвращаемся к истокам. Еще в 70-х годах в процессе разработки своего первенца А300. Да, эта история начинается опять с него. Было создано большое количество модификаций. Когда я рассказывал о лайнере А330, я упомянул два из них – Б-9 и Б-11. Из Б-9 родился А330, лучший двухдвигательный самолет концерна на тот момент. А вот из версии Б-11 появился А340. Проблема недостатка тяги и ограничения массы самолета была решена самым простым и радикальным способом. Если не хватает тяги двух движков, пусть их будет 4. Для экономии средств Airbus даже предложил совместную работу над самолетом американской McDonnell Douglas. Но те отказались, заявив, что трехдвигательный самолет перспективнее, и вообще отвалите лягушатники, мы лучше разбираемся. Ну, мы знаем, где Airbus, а где теперь McDonnell Douglas? Собственно, именно в 90-х с появлением А340 главное детище McDonnell Douglas, лайнер МД-11, стал проигрывать ему в большинстве тендеров авиакомпаний, что и стало концом именитого американского концерна. А340 совершил первый полет в 1991 году. Всего в испытаниях участвовало 6 самолетов. Модель получила сертификаты типа спустя 2 года, в 1993-м. Тогда же первый лайнер отправился в парк немецкой авиакомпании Lufthansa. Чуть позже свои 340-е получила Air France. 1990-е были весьма удачным моментом для рождения этого самолета. Многие авиакомпании нуждались в замене устаревших Boeing 747 первых серий. Однако у А340 появился коварный противник – 777 Boeing 777. Иронично, когда-то с моделью А300 Airbus изрядно побил своих конкурентов тем, что его двухдвигательный лайнер был экономичнее их трех- и четырехдвигательных самолетов. Теперь было наоборот, двухдвигательный американец наступал на хвост четырехдвигательному европейцу. Очень сильно наступал. У Airbus было две базовые модификации лайнера – 200 и 300. 200 вмещала 261 пассажира и летала на 13 800 километров. А 300 была больше, она вмещала почти 300 человек, но летала на 12 400. Со временем они стали уступать трем семеркам, и Airbus создали еще две модификации – 500 и 600. 500 могла пролететь целых 16 тысяч километров от Лондона до Перта в Австралии, это был рекорд того времени. А 340-600 же был другим рекордсменом. Самолет был конкурентом Boeing 747, но, будучи лишенным верхней палубы этого горба, вмещал 379 пассажиров на одной палубе. Это был самый длинный самолет в мире, чем в свое время очень любил повыпендриваться главный девственник Великобритании. Когда этот самолет появился в парке Virgin Atlantic, какое-то время ее слоганом было «Mine's bigger than yours» – «У меня больше, чем у тебя». Эти самолеты были хороши, но недостаточно. Boeing 777 продолжал давить. Крест на проекте поставил его младший братишка. В 2009 году от земли оторвался Boeing 787 Dreamliner. В Airbus поняли, что для поддержания паритета нужно создать совершенно новый лайнер, который сможет конкурировать и с тремя семерками, и с Dreamliner'ом. Началась работа над лайнером Airbus A350. К сожалению, рождение А350 стоило жизни 340-му. В 2011 году производство А340 завершилось, а вместе с ним и эпоха классических четырехдвигательных самолетов. В 2016 году более 200 лайнеров А340 продолжают гордо реять в небесах. Но будущее четырех движков осталось только за гигантами Boeing 747 и А380. Вот такая у нас сегодня немного грустная история. Но ничего, следом пойдет наследник громилы, новейший А350, путь которого только начинается. Кстати, через пару дней еще одно видео про другой самолет выложу, а то все Airbus, да Airbus немножко приедаться начинает. А пока ставьте лайки, если вам нравится А340, ставьте дизлайки, если не нравится. И подписывайтесь на канал, для вас же работаю. Быстрых вам полетов и мягких посадок. Почему я все время рассказываю в прошедшем времени? Самолеты же современные.